Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 26-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске для прогресса пришлось поправить немного дела с лояльностью егеря на резерве, запустили очередные улучшения в убежище, также попытались сделать квесты на развязке, но там удача мне улыбнулась только в игре за дикого. Я вынес щелочь, которая позволила закрыть квест «Путевка в санаторий», часть 7, и открыла тем самым доступ к следующим заданиям, о них подробнее чуть позже. Александр Владимирович, Русгард, Люкс, Николая, Иван и Дроид. Спасибо большое за добрые слова и нескромный вклад в копилку на железяки. Всем приятного просмотра. Разведцентр второго уровня. Готово улучшение. Теперь я могу варить спокойно совершенно железяки, которые мне нужно будет сдавать по квесту. Как миротворцу, так и механику. Я прямо сейчас, пожалуй, закажу что-нибудь себе в производство. Вертекс, например, сразу же закажем. Пусть эта железяка варится. Вот, в общем, сейчас потихонечку, помаленечку будем раскручиваться. Будем жечь топливо, но зато в разведцентре будут важные железки вариться. Времени нескромно, конечно, требуется на производство. Понятно, понятно. О, да тут еще и можно следующий уровень сразу же заказать. Ну ладно, с этим потом разберемся, пока денег не особо много. Постройка доступна, но недостаточно денег. Будем копить денежку для фильтратора воздушного. Зона отдыха теперь максимальная, 110 очков, запас энергии. Теперь можно завалиться на койку и на чили покатать в мех-арена. Бесплатная игра для iOS и Android. Идеальный вариант пострелять, когда на привычные длительные рейды нет времени. Матчмейкинг за пару десятков секунд, и ты уже носишься по карте, высматриваешь точку для захвата, обороны или просто лютуешь в жарких боях с врагами. Темпы развития игры впечатляют, и интенсивность геймплея в том числе. За пару пятиминутных боев получишь заряд позитивных эмоций на весь день. Пошел, значит, посмотреть, что можно улучшить, какое оружие подобрать. В итоге один из роботов без вторичного оружия оказался. Не понял. Потом, как? Понял. Как? Пошел. Как? Апгрейднул пушки. Как? Начал там лютовать. То, что надо. Чувствуется динамика игры, что роботы не как по рельсам двигаются. Постоянные столкновения. Действия происходят быстро. Тактика придумывается и применяется здесь и сейчас. Награды в разных их видах также радуют глаз. Интересно посмотреть, что там дальше, что там в ящике выпадет, что там за скин тебя ждет, который, безусловно, выделит тебя из массы. В игре сейчас множество событий, и так будет в течение всего месяца. Можешь получать здравые ежедневные приветственные награды, пошмалять из классных пушек, в том числе и самого популярного нового оружия в мех-арене Disc Launcher. Вас ждет впереди множество спецмероприятий на Хэллоуин и несколько особых скинов, чтобы отметить этот праздник на арене. Мех-арена совершенно бесплатна на Android и iOS. Качай игру по моей ссылке в описании или QR-коду на экране, и ты можешь получить скин Desert Digital, 200 A-коинов и 10 тысяч кредитов для легкого и красивого старта. Я уже в игре под ником Грозовостока. Чего ждешь? Давай внедряйся в игру и ты. Ссылки в описании под видео. Все, водосборник тоже готов. Теперь могу чистенькую водичку себе фильтровать. Фильтров понаходил кучу целую. Теперь все это будем применять в хозяйстве. А для любителей чего покрепче, тут у нас самогонный аппарат готов. А нет, не готов. 4 шланга еще надо докупить. Ой, они копейки стоят. Забираем 4 шланга. Вот так вот. Через 48 часов сможем гнать, если будет сырье, как говорится. Ё-моё, зря потратил деньги, не посмотрел. У меня, оказывается, там 2500 всего осталось. Хотел еще биткоин-ферму первого уровня запустить, но пока не судьба, короче. В первую очередь пойдем в лес. Ключик и денежка у меня есть для 2 дополнительных выходов, если вдруг будет такая необходимость. Беру с собой болтовку, МП5 как дополнительная, пару маяков, пойдем обозначать меченки в лесу. Так, в лес мы пойдем по дню, естественно, страхуем. А, нет, у меня же денег нет, я тут ничего не страхую. Ну, значит, так, идем. 2500, окей. Целей на рейд будет целых 3. Основная, конечно, это пометка маяком, 2 меченок, пострелять с болтовки, чтобы немножко хотя бы качнуть навык владения снайперскими винтовками, и вынести по возможности какой-нибудь лут, чтобы можно было немножко деньжат хотя бы подфармить. Погибать вообще нельзя, надо жить. Так, спаун нам говорит, можно сразу в деревню пойти, а можно и... А чё, нормальный такой спаун получается. Сейчас мы тут лазер сразу настроим. Во, все, теперь вижу. Так. Дополнительное. Все, как положено. Лучшие патроны для бомжа. Я готов. Первая меченка у нас ближайшая, по крайней мере. Сейчас за коттеджами там в поваленном
затопленном, точнее, хуторе сначала пометим. Я думаю, так будет правильнее, а потом уже и через пруды можно будет внедриться на ту сторону. Ближе к озеру, которое там возле лесопилки, которая вторая меченка. Как раз сейчас мы тут, может быть, кого и зацепим из диких. С болтовки постреляем. Плюс хабар какой-никакой полутаем. Главное, чтобы на спаун прям не наступить на кого-то. Тут бывало такое, что здесь лоб в лоб прям два болтовщика сталкивались. Ну, идеальная, конечно, снайперская позиция для прострела, да, дороги. О, вижу, клиент бежит. Вот так по возможности будем по руке стрельнул, по ноге стрельнул. А чё, тут классно, лежишь себе, загораешь. Камушек на солнце, наверное, уже согрелся. Тепленько. О, я же говорю, один не может он тут лазить. Не уходи. Есть. Попал, и тут кров есть. Что нормально, 5 попаданий с болтовки. Вот так оно потихонечку и будет прокачиваться. Я еще запасные магазины специально не брал. Взял патронов на россыпь себе. И по одному патрону вот так вот дозаряжать. Нормально все будет, да? Пойдем позырим, что там. А то сейчас увлекусь. Главную задачу-то не сделаю. Я же сюда вышел специально маячки поставить. Что там? Чего-чего, поесть, попить-то всегда найдется в лесу. Вот и рюкзачок побольше нашелся. Ой, и умку можно снять с него, получается. Знал же, куда иду, поэтому и не брал там 3 зипа или еще что-нибудь. Да и желания нет перегруженным двигаться. Локация-то большая. Нормально. Тут еще в хате можно посмотреть по железякам что-нибудь интересного, да? Заберем. Во, нифига. Да тут провизии, смотри, Red Cola. Нормально живете. Опа, тоже хорошая штука. Так, и вот здесь в комнатке под кроватью тишина полная. Понятно, тройничок только лежит. Блин, что делать? Набивать рюкзак или... Ну, по крайней мере, что-нибудь полезное посмотреть точно не помешает.
Или что, дорого, богато продать можно будет. О, шланги мне нужны будут. 2 целых. Пойдет. О, датчик давления. Тоже пойдет. В хозяйстве пригодится. Блин, не буду, наверное, я тут сильно упарываться. Пойду сразу тогда помечу. И на первую, и на вторую пушку себе как раз нашел. О, погнали, затопленный. Смотри, тишина. А, нет. Не тишина. Он загрелся, теперь лучше с другой стороны. Куда заныкался? Да вот он! Да ёп, ты чё? Ты где? В кушарах его не видно даже близко. Или мне не по шарам? Капец, пол магазина выпульнул в него. Шо принес? Лаз, хвост, усики. О, азимут можно забрать у него. А шо больше сейчас хлама поместится? Блин, у меня половина жратвы надо сожрать. Во. Вот и первая меченка, а тут и конь. Статуэтка, точнее, его. Все, полминуты надо ждать, пока маяк приживется. Я думал, обычно там, где-то возле церкви затопленной. Там дикие чаще, по-моему, трутся, чем здесь где-то. Но нифига не угадал. Все, первый маяк есть. Подзадача выполнена. Секта, часть 2. Нужен еще один маяк. Здесь же, в лесу. И один останется у меня только в меченке на таможне. Давай патроны быстро докинем. Вот и все, еще и рипов сверху насыпал. Вообще кайф, сейчас пожрем. Все это дело с очком запьем. И даже местечко у меня тут освободится сколько-нисколько. На пункт питания здесь, на скале. Плюс рядом базовая станция. Если там... Да, я готов поспорить, если там не лутано, то я там 100% дособираю полный мешок. Сейчас еще тайничок тут один есть под камнем. Как раз выдерживая дистанцию и посмотрим. Тут-то дикие добротно есть.
И добротно есть. Ходят, короче, тут дикие. Ходят тут усякие. О, я сильнее стал. 8 уровня теперь сила. Силач. Вот тут в высокой траве где-то. Дальничок. Оп, наступил. Ногой нащупал. Здравствуйте. Здесь вряд ли лутано. Так что сейчас мешок соберем. Я даже, наверное, мимо этих самых лагерей юсеков и прочего пройду. Потому что там местечко такое, проходимое. Чё, где дикие-то? Ну давайте. Мне ж как прокачивать-то все это дело? О, да ладно, роликсы, смотри, золотые. Класс. Вот это сразу ее фить. Вот сумок. Опа, бежит кто-то. Дикие заспавнились. Дикие вроде. Да, дикие, отлично, отлично. Тебя-то я и ждал. Только вот плохо, что он огрынулся на меня. По-моему, проще сблизиться тут. И водить хоровод вокруг буханки, да? Что-то я не пойму, он меня увидел или еще он с кем-то? А, вижу. Подожди. А жаль бы, конечно, не помешал. То, о чем вшивая баня, да? Вот, башь его! Сейчас, погодь. Вон он, сука! Что такое? Я не понял, не попадаю, что ли? Эй, Вот сейчас точно попал. Ага. Готов. Так-то, конечно, можно качать навык владения, да? Так даже поинтереснее, чем просто ходить ее туда-сюда дергать. А вот еще один. Давай с болтовки. Попал, не попал? Теперь точно попал. Что ты там показываешь? вон он, упырь! Упс. Подожди, не умирай. Да вот! Во, хорошо, хорошо. М80 патрон, но у него видно, что бронежилет этот, бронеразгрузка зеленая. Конечно, может быть, и выглядит в некоторых моментах как идиотизм какой-то с болтовкой ходить тут на ближних. Но так навык, повторюсь, приятнее гораздо качать, чем ходить, просто перезаряжать патроны, высыпать куда-то там. Есть, конечно, такой способ. Но я ничего не имею против геймплея с болтовкой, так что... Чего бы нет. Пофиг, пока влазит, пусть метаболизм... О, метаболизм. И только хотел сказать, пусть метаболизм качается. Сразу запьем это дело.
Ну и все, базовую еще можно лутануть. Немного места у меня есть, там внизу просто вкусняхи. Вкусняхи всякие могут быть. Дикий подскочил. Сука, ёбнули нашего! Пидорас! Где он делся? Вылезай, да, козёлы нахрен, вылезай! Сколько он выдержал выстрел в бошку? 780 патронов. А ты хорош. Нелюдь! Хлебало, завали свое! Ну что, тут осматривать больше нечего. Давай по трупам похлопаем. Тут я еще не глядел ничего. Шапку сломал, ему можно было. Ну, а у меня не страховано же ничего, у меня же денег-то нема. Так что все нормально. Вон он, блядь! Ой, еще один, да ну. Нифига вы попрятались. Иди сюда. Не узнал меня ни разу. Какой хутрый. Как-то ЛЦУ странно светит чуть выше, чем перекрестие, да? В оптике. И как ориентироваться? По ЛЦУ или по оптике? Доверие к ЛЦУ маловато. Так. Можно набивать мешок. Нулевый, ТТ-то сломанный. Заберем ПМ. Да вон Да, он! ты чё, нифига. Еще один. Ауч. Блин, по руке. Вали, вали! Да ты чё такой агрессивный? Ротика, пят тебе, служивый! Вон он! Все, готов. С одной и той же точки либо вставать и просто стреляться с дикими вообще не вариант. Они промажут разок-другой, а потом начинают точно лупить вообще без промахов. Смотри, такой же, как у меня броник. Ой, этот шлем. Ну, неплохо. В этот раз для болтовки работы нашлось. Это все мой лес любимый. Это все мое родное. Блин, или забрать МК-3 все-таки. Что-то я хожу, игнорирую. Давай в МК-3 сложим свое барахло. А МК-3 в мешок сложим. Вот так вот. Ну все, набиваем битком. И пойдем на меченку. У КПП, которая... Блин, и тут, смотри, не тронуто вообще. Кто здесь?
Здесь золотая цепь. Очко жахнем. Ой, как вкусно, еще и Аленушка. Чуть-чуть не долечился. Грудак, рука. Эх, нельзя мне погибать, и полный мешок нарыл. Всякая всячина. Желательно бы очень это все домой отнести. Ну, тут, конечно, половина только для продажи. Вторая половина для применения либо внутрь, либо для следующих рейдов. Как пойти тогда? Через лагерь Юсеков или через колонну, наверное, прапора, я думаю, лучше будет пойти. Там пару ящичков есть. Там я и хирургический набор хотел посмотреть, но возле спящего. Там частенько он спавнится. Просто сейчас такая непростая впереди будет задача на этой меченке. Там не только боты трутся, но там частенько еще и ЧВК. Ой-ой-ой, здесь 2 целых набора задры. А, это слева. Там такая неспокойная сейчас территория. Тем более, что дали больше размах. Свободу действий. Ё-моё, еще ой, мать твою. Вот это я вкусно зашел. Там теперь Светлоозерские же с штурманом ходят по большему радиусу от лесопилки. Они там вплотную до грузовика, недалеко от КПП, которые могут выйти. К палатке могут выйти. Поэтому там Папасян. Но надо пробовать. Пошли в ту сторону. Вот она, эта проходная в них. Телега, нет, показалось, ветки. Ветер колышет ветки. И иногда кажется, что кто-то ходит. Как будто бы. Блин, у меня еще и перевес, этот перегруз с мешком. Наверное, лучше будет, если я его где-нибудь здесь скину. Ну, не здесь, чуть подальше, наверное. Наверное, не наверное, а точно. Такой встал, мешок скинул и пошел. Не, я не вижу никого. Тоже спокойно. И выстрелов светлоозерских я не слышал никаких. Аккуратненько его пристроил. А, есть.
хранитель меченки местный. Так, вот она меченка. Опачки. Готово. Почти что. Часики нельзя туда. Жалко. Так, ну что, две задачи уже поставленные передо мной я выполнил. За Б14 можно выйти. Если нет, то на окраину можно выйти. Ну, ништяк. Ништяк. Из болтовки пострелял и полутал. Вот это дорого-богато стоит. И пару маяков еще воткнул. Где мой ролик? Еще один. Или флешки. Давай флешки. О, пауэрбанк. А хотя он сейчас, по-моему, стоит не алё, да? Все. Я думаю, очевидно, надо идти домой. Что по патронам у нас? О, БТшки. Что ты? Блин, хотя эти сейчас... да... Нафиг не буду я это все собирать. Сейчас это крохоборство мне боком вылезет. Отвечаю. Что еще надо? Маяки поставил, с болтовки пострелял, лут собрал. Бери мешок, иди на выход. Причем уже нормальный такой лут собрался. Тут такое себе. Ну, да тоже нормально пойдет. Мне сейчас умирать вообще никакой не вариант. У меня там 2500, по-моему, всего. Даже 3000 нету в этом самом в схроне. Мне сейчас, если я, не дай бог, умру, во-первых, надо будет закупать снаряжение, с которым я выйду, да? Плюс я потеряю то, что сейчас имеется при мне. А если выхожу, то есть двойная экономия. Я не потеряю, во-первых, ничего. С этим же снаряжением можно будет выйти. А во-вторых, я кучу лута сейчас вынесу, это все продадам. И все. А потом по бабам. Да и с роликсов, кстати, я бы не хотел, чтобы слетела галка. Я не припомню, чтобы я находил роликсы, находил или нет на этом аккаунте. По-моему, еще нет. И это первый роликс. А они мне потом понадобятся по квесту. И чтобы их не искать, либо не париться, как-то добывать их, лучше вынести их. Ну, очевидно, что надо выходить. Все стрелки показывают на выход. Блин, еще добришка лежит. Это мы используем тогда. Шустрила 7.6. Мы шланг заберем. Вот и хорошо. Глянем еще, если работенка для болтовки.
тень там играет. Непонятно. Чё шатается прицел? Чё за фигня? Руки вроде целые. Не уставшие. Да и время уже почти весь рейд. Я капец что-то делаю туда-сюда. Но лес он большой. Здесь рейды такие. Если ты выжил... то тут есть чего вынести, есть где походить. Так что длинный рейд в лесу — это норма. О, еще, смотри, фильтр. Ё-моё, а куда мне это все использовать? Это выкинуть можно или... К Васику опять. Получается так. Ну вот, хавчик сейчас поменяем на более ценный лут. А вообще ух ты, вот это тоже хорошо. Разор, мне нравятся вообще наушники. У них такое спокойное звучание. У меня на носу еще, кстати говоря, квест с выходом в ночной завод. Как раз, чтобы синий вот этот порох не покупать. С собой заберем. И броник поинтересней. Материалы тут комбинированные, а тут... керамика. Ну, очевидно, что черный получше. Вот такие вот дела. Выход не работает, поэтому я пойду на окраину. Будем там выходить, что ли? Упс. Прям передо мной дикий. Опачки. Появился. Ё-моё. Что стреляет? Не надо, дяденька. Не убивайте. Ох, жалко мне будет сейчас профукать этот лут весь. Нет, все нормально, я его убил. Представь, сейчас бы с ТТ у меня в лобешник пролетело. Вот это было бы досадно, конечно. Да, вот теперь, когда почувствовал, что, возможно, это все потеряю, вот теперь я начинаю ценить свой лут. Надо выходить нафиг. Здесь вдоль стеночки выйдем. Погодка шепчет прям. Ветерок, свежак. Все, я на выходе. Это окраина. Долгий, конечно, рейд получился, но зато чертовски продуктивный. Все, что задумал, практически. Да не практически, а все, что я задумал, я все сделал. Еще и лута вынес. Нескромно так. Хороший рейд. Вот и славно, за 40 минут кучу целую диких настрелял, вот так навык и мне нравится качать. Так, глядишь, незаметно и сделаем еще и тарковский стрелок с прокачкой до 3-го уровня этого навыка снайперского. Будь он не ладен.
точно. Надо идти на ночной завод. Пойдем туда сейчас. На ночной завод я пойду без ночного видения, хотя оно у меня там в заначке кое-где лежит, но я предпочитаю фонарик. Надо будет отстреливать все эти лампочки. Ну и плюс можно будет ослепить того, кто будет в ночнушке-то против нас. Беру вектор, 3 пороха и вперед. Завод идем, ночное время выставляем, пушка застрахована, уши, да и, пожалуй, все, больше ничего не буду страховать, погнали. Надеюсь, что никого не встречу, спокойно заложить получится. Цель на рейд очевидно простая, мне нужно будет подняться на верхние этажи, выбить там одну дверь, затариться в этой комнате, и 1,5 минуты мне нужно будет спокойствия для того, чтобы заложить все эти 3 пороха. Будем пробовать. Так, блин, не очень удачный такой спаун. Но я ждать никого и ничего не буду. Ага, слышу уже кто-то. Че, я первый? Обманочку такую делаем. Все. Тишину ловим и закладываем. Блин, по полминуты придется сидеть ждать. Каждый порох, вслушиваясь. Сидим, ждем. Один готов. Пока все идет как по маслу. Второй. Готов. Раньше вот этой подсветки, по-моему, не было, да? Раньше тут кромешная тьма просто была. Ну и главное, по-моему, не нужно выживать, выходить с локации. По-моему, заложил и можно помереть даже. Можно будет пошататься немножко здесь еще. Да, доступен. Опа, доступен к завершению. Ту, ё-моё, это дикие меня кошмарят, оказывается. Точно. Что он там, ТОС перезарядил? Есть. Пойдет. Сейчас еще и картотеки тут посмотрим. Нормально. Евро. Ну давай что-нибудь интересное. Чего у меня батарейки, какие-то кабели, рулетки. Здрасте, Настя. Мы ж так не договаривались. О, уже что-то. Ну, что-то такое себе.
Давай новую территорию, не территорию, а эту. Первый этаж же открыли, давай там посмотрим, там тоже есть. Ага. Там теперь сумки, ящики, куртки. Вот отсюда начиная. А чё ничего нету? Пришел полутаться, а нифига нету. Что-то какой-то это... скудный на лут. Завод в этот раз. Но это очевидно, что не та локация, на которой там выходите лут какой-то собирать. Тут в основном постреляться приходят на завод. Попрактиковаться, так сказать. В ПВП. О, волына. Кисюха. Все, это ко мне щемится, да? И закрывается, прикинь, дверь. Ну, Крис на заводе это хороший вариант. Кто бы что ни говорил, даже на самом простеньком патроне с его темпом стрельбы это просто электропила какая-то. Ладно, не буду испытывать судьбу, пока Тагила не пришел за мной, а то я что-то тут расчувствовался, по-моему. ЧВК нет, это хорошо. Я пришел сюда квест сделать, я квест сделал. Вот еще один. Вон он, упырь! Не, ну Тагила бы так не сделал. Он бы ничего не говорил, он бы подошел просто потихонечку, да? И навалял бы мне. Ты куда пошел? Сам уходит и мне говорит, куда пошел. А ты куда пошел? Вон он! Ну и ладно. Ничего вообще не имею против. Меня и такой завод устраивает. Все, не буду больше искать приключения на 5-ю точку. Пошел на выход. Выйду там же, где и появился на карте. Фонарик можно было по мощности какой-нибудь взять, конечно. Ну, ничего, и так, главное видно, куда идти. Все. Получается... хорошо. С первого раза получилось этот квест сделать. Зашибись. Не пришлось возиться долго с ним. Круто, мне нравится. 9 почти минутный рейд. Несколько диких настрелял. Так что все отлично. Главное, порох заложил. Сразу же сдам тогда квест «Врачебная тайна», часть 5. Завершаем. Сдаем квест терапевту. Но я намылился в санаторий. Одеваю опять жилет дикого. Пойду также с Вектором. Дополнительное возьму М700. Набор ключей у меня вполне себе достойный. Можно пошататься по лазурке. Туда пойду в первую очередь. У меня есть еще там квесты. Так что пробую еще раз поискать этот Ледекс. По навыку владения снайперскими винтовками у меня 10 и 7 из 30. Было 5, что ли. Ну, ничего, прогресс главное есть, значит не зря берем с собой. На берег пойдем в дневное, конечно же, время. Все пушку можно, да все застрахуем тогда, пока деньга есть немножко хотя бы. Все, полтышок на страховку, и я готов.
Взял с собой болтовку, попутно, если будут попадаться какие-то дикие, будем стрелять по ним с болтовки. За основу сразу же пойду в санаторий. Мне нужно попасть в восточное крыло. Ключи все необходимые у меня есть, так что там же забираем квестовый предмет. Там же заглянем, если будет возможность, в кабинет санитара, посмотреть какого-нибудь там Молодекса. Опачки. А я на этом... А, понятно, на коттеджах примерно. Так. Так. Значит, через коттеджи. Не знаю, вариант такой возможен или нет, чтобы санитар здесь заспавнился прям рядом со мной. Вполне возможно, но навряд ли, да? Шибко уж близко я появился. Но нет так нет, я и не расстроюсь даже ни разу. А ключик надо посмотреть еще на бочках. Все, понял. Ну тогда пойдем по своим планам, как и планировал. Чистоган. А дверь открыта, видел? А она закрыта обычно. Служивый! Мама. Напугал. Вот поэтому и открыта дверь была. Блин, он еще и попал по мне. Зарьяза. А я разогнался. Ни бинты не взял, как обычно. Ни хирургии. Дай что-нибудь. Бинтик какой-нибудь хотя бы. А то аптечка одна. Блин, нету. Ну ладно. Что-то поторопился, выскочил, елки-палки. Моя клиентура сидит. Похоже, что придется мне болтовку сейчас здесь сбросить где-нибудь в куст. Она у меня страхована. Чем мне с ней таскаться внутри в лазурке, правильно ведь? Нафиг она мне там нужна? Ну, они там, возможно, и есть. Просто я их не вижу отсюда. Так, если выкину... Не, она не бросается вроде в глаза. Так, ну, поднимаемся тогда с восточки по классике. Через первый этаж. Если с той стороны никто не пришел уже. Не открыл. Сейчас еще и кабинет санитара посмотрим. О, да ладно. Я квест сделал какой-то. Физкультурник. 10 уровня здоровья навык прокачался, и физкультурник сделался сам. Прикольно. О, здорово. Блин, и вдвое там, ёпресоте. А мне на такой дистанции с креса надо сокращать. Ой, мать твою, еще и... Блин, надеюсь, это не свита с санитара, а? Есть еще хлопушка. А, они убегают. Понял. Опа, сзади, он сзади. А, нет, это обычный дикий. Зашибись. Из окон мне не пролетит? Нет, не видит. Ай, зашибись. За что мы с вами бьемся тут, братья мои? За хирургический набор ЦМС бьемся.
Так, а вы что делаете-то? Разделиться решили? Но мне на улице с вами воевать не вариант, господа. Так что хотите крови? Придется пошуршать. Так, один близко. Они, походу, с двух сторон решили обойти, что ли? Прям под окнами у меня здесь. Я его не увижу, он вдоль стеночки, да? Хорош, хорош. Блин, придется мне все-таки выходить, да? Ладно, вперед. Есть, победил Диса. Я даже таблетку никакую не взял. Сейчас будет кряхтеть. Живи, живи, нормально все. Что-то второго не слышу, не понял я что-то ничего. Может, он помер там вдалеке? Может, его шальная цепанула там? Вот вам ПСТГЖ. Один из самых дешевых патронов. Но учитывая темп стрельбы вектора, там половина боезапаса, который ты выпустил, можешь промазать. Давай проверим. Увижу, не увижу я его отсюда угол-то. Да, он протянул руки. Я, получается, и первого, и второго, что ли, завалил? Каратель. Да, 3 из 10. Нормально. Нифига, я первого, получается, на такой огромной дистанции ему тоже залетело. Ну, давай посмотрим, что там у пацанчиков. Я их только 2 видел. У них-то точно должна быть и аптечка, и бейсбол какой-нибудь. Вот, аптечка подъехала. Да, вот он первый, который из-за угла выглядывал. О, этот вообще с эмкой, что ли? Вот эмку я, пожалуй, у тебя, браток, лучше заберу. Автомат можно будет скинуть, 74-й. Он мне не нужен так-то. Модули там не особо такие. Эмка мне нужна будет в ближайшее время. Мне скоро надо будет делать квест с этими самыми. Мою на 20-ку выбили. Заберем керамику его. Миротворческая миссия и все такое. С М4А1 надо будет диких ходить по локациям стрелять. Так что эмочку я, пожалуй, заберу. БТшки примерно. Ну, один магазинчик можно, да, зацепить.
Все, пойдет. Благодарствую. В какой-то веке раз, блин, и я выиграл. Ой, каратель продвинулся чуть-чуть, да? Парочка еще чуть ЧВК попались. Ха. Я же говорил, если убьешь одного, то значит еще сможешь убить. Получается уже троих. Если убил троих, то и 10 можно будет убить. Комнату там не досмотрел. Может быть, он где-то лежит грустно или Декс и ждет меня. Тут я, по-моему, внимательно все осмотрел. Хирургия. Вот золото пропустил. И все получается. Понятно. Дальше можно, если дикие будут попадаться, с эмки прям шлепать их. Так вот. Ну а пока в помещении лучше с крисом, конечно. Поехали. Набивать, как говорится, карманы. Отстрелялся от конкурентов, значит можно и полутаться. И на полутаться-то некуда, уже полный мешок. Капец. Лутака. Во, бейсбол нашел, наконец-то. На всякий случай. Лучше пусть будет у меня бейсбол, чем его не будет у меня. Это тоже можно выкинуть. О. Ой, пару ячеек теперь освободилось. Баксы. Так, пошли наверх. Какая там у меня? 222, что ли? 222. Думал, бупрофен тут лежит. Так, 26-я, 22-я. Так. Центральный процессор, печатная плата, электродрыгатель, еще процессор. Хорошо. Антиквара нема. Поехали по ящикам. Блин, я бы эту выбросил, как ее фамилия. И аптечку бы эту. 2 ячейки занимает, 220 очков здоровья всего восстанавливает. Но у меня пока нет необходимости острой. Опа. Блин, думал биткоин. Ну, GP тоже пойдет. На мана. И момент истины. Нету нифига. Бинтик только лежит. Блин, а жаль. Дальше у меня будет уже 3-й этаж. Отсюда начнем.
328 с подсобным помещением. Компьютер ничего не имеет, АЗУ стол имеет. Тут у нас голяк сплошной. О, трещотка, пойдет. Хороший лут. Еще золото нашел. О, пойдет, нифига. Вот это уже аппетитно выглядит. Все, используй тогда. Постараемся максимальный профит сейчас выжать из этой ситуации. Не знаю, мне кажется, что больше никто сюда не придет. Сервера у меня спокойные. Так что... Ой-ой-ой, вот это тоже продадим. Вот здесь у нас ключик имеется. $28 000, по-моему, такой глушило стоит, да? Эмочный. Ох, мать моя женщина, еще один глушило. А какой из них поинтереснее по стоимости? По-моему, выгоднее будет Ультра 5 взять, да? А что мне освободить место тогда? Этот эмочный тогда скину. Есть вещи, которые и стоят хрен да ни хрена, но они, блин, потом пригодятся мне в строительстве, там еще что-то. Пропитал. Викинем вот так вот сделаем. Пропитал, он поинтереснее анальгина будет. Ладно, не судите строго, если я что-то там какой-то более интересный лут выкидываю. Хотя можно было. Я знаю, что в комментариях уже пишут, что ты там выкидываешь, у тебя там шина ничего не стоит. Я хочу, чтобы у меня была шина. Когда ногу сломаешь, глушителем ногу никак не подлечишь. Вот он, чемодан. Есть. Подзадача груз X, первая часть выполнена. Пошли лутать компостеры. И можно будет в западку педалить. И шо ЦП? Ну ладно, центральным процессором, я думаю, можно будет ногу вылечить, когда сломаешь. Там она болеть не будет. На днях, кстати, думал, покупать или нет новый процессор на компостер. И пока думал, он подорожал на 30 000 тенге наших денег казахстанских. Это около 5, получается, тысяч рублей. За пару дней на 5000 подорожал. Я в магаз, короче, а они такие: здравствуйте. Вы, говорит, правы. Процессор у нас продавался по неправильной цене. Там что-то у них сломалось, а оказывается 30 000. А я уже обосрелся. Я уже накопил на процессор-то новый. Не провалился ли ты, родненький?
Блин, вот дома вот так вот мусор бы под текстуры какие-нибудь проваливался бы и забывался бы. Не надо было бы напылесосить, ничего не делать. Так вот, процессор, короче, я тут кое-что по железячкам уже потихонечку начинаю прикупать. Так что скоро все расскажу. Покажу, чего там наковырял. Сейчас не время для болтологии. У нас тут лутание происходит. Процессор i7 10700 KF. О, еще М-ка. Ё-моё. Чё же ты, как же ты так? АПшки 21 штука. Ну ё-моё. По-любому пришлось и шину, и эту серебряную цепочку выкинуть. Но зато гораздо дороже тут предметы нашлись. О, аптечка наконец-то адекватная. Вот так. О, отлично. Так, третий проверили. Второй теперь пошли, да? 16, 20. 16 ближайшее. Вот она первая. Тут у нас плата. Печатная. Куча целая ящиков разных. О, еще аптечек гору вижу. Ё-моё, тут прям смотри, хорошо, прям еще одну аптечку вместо бинтика ее будем использовать, да? А если не будем использовать, то и так вынесем. Все. Все, вроде внимательно все осмотрел. Дальше. 20-е. Здравствуйте. Ой-ой, еще красивее тут все происходит. А может эти жетоны нафиг они мне нужны? Я, по-моему, по всем квестам все равно эти жетоны сдал уже, да? А если нет, то чего-чего бировских у меня хватает. Блин, кольцо золотое нашел. Вот так вот. Во, нормас. Все. Крайняя на этом этаже комната. Вот есть пару сумок. А, она, видимо, еще и смежная. Хирургия. И все.
Баксы. А у меня есть куда баксы пристроить. Так. Майонез и сок. Употребим? Ваше здоровье. И мазик заберу. И ячейка будет теперь еще одна. Понял. Оу, нифига. Это про меня? Блин, походу про меня. Это ты так своих корешей товарищей, да, зазываешь? Надо уже потихонечку сворачиваться. А челоботики подвалят. А этим ребяткам терять нечего, они налетать прям будут. Нету ничего интересного. Понял. Но до этого вычислил. Понял, все, вычислил уже. О, термит надо забрать. Ножнички бы забрать. Ядреный корень. А некуда. Это тут слева был, что ли? Что ты где? Вот, больше шума от тебя было, ёлы-палы. О, 20 кусков. Блин, положить некуда. Ну что, морим админку и все, и можно чесать отсюда. Надеюсь, проход между скал будет работать. А то будет капец прикольно сейчас полным персонажем нестись к дороге на таможню через всю локацию, ёлпала. Тетриса нет. Плохо. Ну не каждый же раз его находить, да? Тю-тю. Ну и ладно. Мне хватит, в принципе, того, что я уже надыбал. Сейчас еще внизу посмотрю, если на подносе лидекс. Нет его. Нет, нету. Ну и ладно тогда. Пойдем посмотрим, работает ли проход. Вкусно, конечно, я тут подкормился. Желательно, очень даже желательно вынести все это добро. Во-первых, денег подзаработаем. Во-вторых, квест закроем. Там выход выживания с локации нужны. Есть кто здесь на посту? Или сачкуете?
Сачкую, а можно было бы с эмки. Блин, не работает выход, ё-моё. Ой, пипец, и это мне теперь педалить на дорогу к таможне, что ли? Ёшкин свет, ну чё? Выбора нет, придется идти. Тогда вдоль края карты, вдоль скал, потом бетонного забора. До конца локации. Воу! Чего это ты? Нифига. Блин, я прям лицом к лицу к нему вышел. Он же сейчас не выпустит меня таким красивым. Что ты тут сольный концерт устраиваешь или что с тобой? Точно. Есть. Тоже пойдет в копилку. Так. Что покажешь? А чечи? Все, я на выходе. Ну хорош рейд. Блин, прям сегодня Тарков улыбается мне во все 32 зуба. 35 почти минут, 6000 с лишним опыта, 2 бировца пошли в копилку по карателю. Все идет по плану. Все пока получается, слава богам. Так что жалоб не имеем. Надо уже местечко тут подосвободить, плюс деньжат, надо подфармить немножко, перепродаться туда-сюда. Я еще хочу сделать ревизию насчет 2 ящиков с хламом. Я и забыл, физкультурник-то надо закрыть, квест достичь. Да, 10 уровень, все, закрываем. 10 уровень здоровья сам по себе как-то вкачался, без каких-либо проблем. Ну и закрываем груз X, часть 1. Записи о грузе в компьютерном зале мы стараканили, вытащили, имеем возможность закрыть квест. Груз X, часть 2. Найти комнату с резервуарами в санатории. Это снова Восточка, 1 этаж. Так что кабинет санитара опять наведаемся. Ну, я не знаю, рано или поздно, я думаю, найду все-таки я этот Лидикс. Случайно. 2 ящика с хламом у меня было, из 2 я сделал 1, оставил предметы, которые нужны там по квестам, часть для убежища, какие нужны были предметы, и это позволило мне наторговать кучу целую, деньжищ, 2,5 миллиона я имею на данный момент. Можно купить фильтратор. Чтобы его купить, мне нужны будут баксы, 26 тысяч долларов, у меня должно быть 13 уже есть, еще 12 покупаем за 1,5 почти миллиона. И почти миллион у меня еще остается на расходы бытовые. Фильтратор мне даст возможность использовать бонус в 40% к прокачке физических навыков. Займет постройка 48 часов, но к следующему выпуску уже будем при бонусах. К физическим навыкам относятся все с пометкой PH, сила, здоровье, метаболизм, стрессоустойчивость, иммунитет, жизнеспособность, выносливость. Все это будет прокачиваться с еще большей скоростью, если я буду ставить фильтр воздушный. Так что я считаю, это вложение вполне себе оправдано. Пожалуй, даже больше оправдано, чем некоторые другие постройки. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Сегодня удачный выдался у меня денек в Таркове. Чего и вам желаю. Благодарю за поддержку, за пальцы вверх, за ваши комментарии. Всем всех благ. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.